Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы сегодня отправимся в путешествие по самым загадочным и необъяснимым археологическим находкам, которые заставляют нас переосмыслить историю человечества. Эти открытия не просто артефакты или руины, это настоящие вызовы для науки, которые ставят под сомнение все, что мы знаем о прошлом. От мамонта с активными клетками до подводных пирамид. От следов под пеплом до таинственных объектов на горе Арарат. Каждое из этих открытий как кусочек пазла, который не вписывается в официальную картину мира. Итак, устраивайтесь поудобнее, потому что это будет глубокое погружение в тайны, которые могут изменить наше понимание истории. Давайте начнем. Первая остановка – ледяные просторы Якутии, где в 2024 году местные жители наткнулись на сенсацию – полностью сохранившееся тело мамонта, которому около 50 тысяч лет. Это не просто кости, как в большинстве случаев, а тело с мягкими тканями, шерстью и, что самое поразительное, активными клетками. Ученые из Северо-Восточного федерального университета, где сейчас изучают находку, говорят, что это 7-й мамонтенок такой сохранности в мире и 3-й для Якутии. Но вот что делает эту находку по-настоящему уникальной. Клетки мамонта настолько хорошо сохранились, что некоторые исследователи всерьез обсуждают возможность клонирования. Представьте, вернуть к жизни существо, которое вымерло десятки тысяч лет назад. Это звучит как сюжет фантастического фильма, но наука уже близка к этому. Однако возникает вопрос. Если мы можем клонировать мамонта, то что еще скрывает вечная мерзлота? Может, там ждут своего часа не только животные, но и следы древних цивилизаций, о которых мы пока не знаем? Эта находка заставляет задуматься, насколько глубоко мы понимаем прошлое нашей планеты. Теперь перенесемся к берегам Японии, к подводной загадке Йонагуни. В 80-х годах 20 века дайверы обнаружили на глубине около 25 метров странные структуры, которые напоминают ступенчатые пирамиды, террасы и даже дороги. Эта находка, названная монументом Йонагуни, вызвала жаркие споры. Одни ученые считают, что это природное образование, созданное эрозией и течениями. Другие, включая некоторых археологов, уверены, что это дело рук человека. Если это так, то Йонагуни переворачивает все, что мы знаем о древних цивилизациях. Радиоуглеродный анализ указывает, что структура могла быть создана около 10 тысяч лет назад, когда уровень моря был ниже. Это делает ее старше египетских пирамид, шумерских городов и даже Стоунхенджа. Но кто мог построить такое в ту эпоху, когда по официальной истории люди только начинали осваивать земледелие? Может, это следы неизвестной цивилизации, которая исчезла из-за глобальной катастрофы, например, повышения уровня моря? Йонагуни – это как послание из прошлого, которое мы пока не можем расшифровать. Двигаемся дальше, в Италию, где под слоем вулканического пепла ученые нашли следы, которые датируются 1995 годом до нашей эры. Это отпечатки человеческих ног и копыт животных, сохранившиеся в окаменевшем пепле. Что делает эту находку такой важной? Она доказывает, что катастрофа, связанная с вулканической активностью, произошла за 2 тысячелетия до знаменитого извержения Везувия, уничтожившего Помпеи. Эти следы, как стоп-кадр из прошлого, показывающий, как люди и животные бежали от бедствия. Но вот загадка. Пепел, в котором остались отпечатки, не связан с Везувием напрямую. Это наводит на мысль о другой, более ранней катастрофе, о которой мы почти ничего не знаем. Кто были эти люди? Как они жили? И почему их следы – единственное, что осталось? Эта находка напоминает нам, что история полна белых пятен, и каждая новая деталь заставляет переписывать учебники. Теперь давайте поговорим о гладиаторах, но не о тех, которых мы знаем из фильмов вроде «Гладиатора». Жизнь этих воинов Древнего Рима была гораздо сложнее и интереснее, чем мы привыкли думать. Археологические находки, включая надписи и захоронения, показывают, что гладиаторы часто работали телохранителями у богатых римлян, собирали налоги и даже участвовали в политической жизни. Некоторые из них, выиграв свободу, становились влиятельными фигурами. Например, в Помпеях найдены граффити, прославляющие гладиаторов как местных героев, а в захоронениях – дорогие украшения, указывающие на их высокий статус. Но есть и темная сторона. Многие гладиаторы были рабами, и их жизнь зависела от каприза толпы. Эта двойственность – слава и рабство, сила и уязвимость
делает гладиаторов такими притягательными для изучения. Это еще одна загадка, которую археология пока не разгадала полностью. Теперь отправимся в Мьянму, где был найден минерал, который больше нигде не встречается – кеутуит. Этот редкий камень, обнаруженный в начале 20 века, обладает уникальной структурой и составом, которые не вписываются в известные геологические процессы. Ученые предполагают, что кеутуит мог образоваться в результате древнего катаклизма, возможно, связанного с падением метеорита или необычной вулканической активностью. Но вот что странно. После первых находок запасы кеутуита иссякли, и новых месторождений не обнаружили. Это заставляет задуматься, а что, если этот минерал не просто природный феномен, а след какого-то уникального события, которое изменило геологию региона? Может, кеутуит – это ключ к пониманию древних катастроф, которые повлияли на нашу планету? Пока это лишь гипотезы, но сам факт существования такого исчезнувшего минерала будоражит воображение. Перенесемся в Сахару, которая сегодня бескрайняя пустыня, но когда-то была частью древнего океана Тетис. Геологические исследования подтверждают, что миллионы лет назад здесь плескались волны, а на дне жили морские существа, чьи окаменелости находят до сих пор. Но самое интересное – это следы человеческой деятельности. Наскальные рисунки берберов, датируемые X-VI тысячелетиями до нашей эры, изображают не только животных, но и странные фигуры, которые некоторые исследователи интерпретируют как изображение существ, не похожих на людей. Кто они? Духи, боги или, может, гости из других миров, как предполагают сторонники палеоконтакта. Кроме того, в Сахаре находят остатки древней флоры и фауны, указывающие на то, что регион был цветущим оазисом. Это наводит на мысль, а что если здесь существовала развитая культура, исчезнувшая из-за климатических изменений? Сахара хранит тайны, которые могут перевернуть наше представление о древней истории Африки. Теперь давайте заглянем в Трою, легендарный город, который оказался не мифом, а реальностью. Археологические раскопки, начатые Генрихом Шлиманом в XIX веке, раскрыли не только стены и башни, но и удивительные детали быта. Химический анализ керамики показал, что вино в Трое пили все, от простолюдинов до элиты. Это говорит о сложной культуре, где вино было не просто напитком, а частью ритуалов и социальной жизни. Но вот что интригует. Троянцы, судя по находкам, имели доступ к технологиям и торговым путям, которые связывали их с далекими регионами. Это делает Трою не просто городом-государством, а важным узлом древнего мира. Но почему тогда Троя пала? Была ли это война, как описывает Гомер, или что-то другое, например, экономический кризис или природная катастрофа? Вино Трои – это не только вкус прошлого, но и намек на ее загадочную судьбу. Теперь отправимся в Арктику, где под толщей льда ученые обнаружили аномальные структуры, которые некоторые называют руинами древних городов. Спутниковые снимки и георадарные исследования показывают формы, напоминающие стены и фундаменты, которые могут быть старше Месопотамии. Но как такое возможно? Ведь Арктика – это регион вечной мерзлоты, где по официальной истории не могло существовать развитых цивилизаций. Одна из теорий гласит, что в далеком прошлом климат Арктики был мягче, и там могли жить люди. Другая, более смелая гипотеза предполагает, что эти структуры – следы гипотетической цивилизации, существовавшей до глобального катаклизма. Конечно, эти данные пока не подтверждены, и многие ученые относятся к ним скептически. Но сам факт, что Арктика может скрывать такие тайны, заставляет задуматься, что еще мы найдем, когда лед начнет таять. Далее – пещера Шондан во Вьетнаме, которая считается крупнейшей в мире. Эта подземная система, открытая в 1991 году, настолько огромна, что внутри есть собственные джунгли, реки и даже микроклимат с облаками. Ученые до сих пор не исследовали Шондан полностью, потому что некоторые ее участки слишком труднодоступны. Но уже сейчас находки в пещере поражают. Уникальные виды растений и животных, которые не встречаются больше нигде, и следы древней человеческой деятельности. Например, в некоторых частях пещеры найдены керамические осколки, которым тысячи лет. Кто мог жить в таком месте? Была ли Шондан убежищем для древних людей или священным местом? И главное, что еще скрывается в ее глубинах? Шондан –
Это напоминание о том, как мало мы знаем о нашей планете, даже в 21 веке. Теперь перенесемся в Ирак, где лежат руины Эриду. Города, которые некоторые археологи называют первым на Земле. Раскопки показали, что Эриду был основан около 5400 года до нашей эры, задолго до появления шумерской цивилизации. Здесь найдены следы сложной ирригационной системы, ферм и даже храмов, что указывает на высокоорганизованное общество. Но вот загадка. Эриду был заброшен, и причины этого неизвестны. Некоторые ученые связывают это с изменением русла рек, другие – с социальными или религиозными кризисами. Эриду заставляет нас задуматься. Если первый город появился так рано, то как далеко уходит корнями человеческая цивилизация? И что было до Эриду? Одиночные поселения или, возможно, другие, еще не найденные города? Древний греческий город Селент – еще одна трагическая страница истории. Этот город на Пелопоннесе был разрушен карфагенянами в 279 году до нашей эры. Археологи нашли массивные ворота, через которые ворвались захватчики, и следы резни, унесшей жизни 16 тысяч человек. Эта находка – пример того, как археология может соединять веру и науку, но при этом оставлять место для новых загадок. Теперь к одной из самых интригующих находок – объекту на горе Арарат. В 50-х годах 20 века ЦРУ начало изучать странную аномалию, обнаруженную на спутниковых снимках. Форма, напоминающая корабль, длиной около 150 метров. Многие связывают ее с Ноевым ковчегом, упомянутым в Библии. Однако данные по этим снимкам до сих пор засекречены, а экспедиции на Арарат дают противоречивые результаты. Некоторые исследователи считают, что это природное образование, другие настаивают на искусственном происхождении. Но вот что интересно. Местные легенды о корабле на горе существуют веками, задолго до появления спутников. Это наводит на мысль, даже если это не ковчег, объект может быть связан с какой-то древней структурой. Но почему данные остаются под грифом секретности? Что не хотят показывать миру? Далее, меч из глины, найденный после шторма на побережье. Это ритуальное оружие, украшенное астральными символами, пролежало под землей около 3000 лет. Его необычный материал – обожженная глина. И сложные узоры наводят на мысль, что меч был не для боя, а для церемоний, возможно, связанных с поклонением звездам. Но кто создал этот артефакт? И почему он был спрятан? Такие находки напоминают нам, что древние люди имели глубокие знания об астрономии и, возможно, видели в звездах нечто большее, чем мы сегодня. В Абхазии мародеры вскрыли золотую гробницу II века до нашей эры, полную ювелирных изделий и жертвенных останков. Раскопки показали, что захоронение принадлежало знатному человеку, возможно, правителю. Золотые украшения с тончайшей филигранью указывают на высокий уровень мастерства, а кости животных и людей говорят о сложных ритуалах. Но вот загадка. Почему гробница была так тщательно скрыта? И что заставило мародеров искать ее спустя 2 тысячелетия? Эта находка – пример того, как алчность может уничтожить историческое наследие. Но даже обломки рассказывают нам о величии прошлого. Теперь короничные истории из Англии, где в небольшой деревне украли фреску с 10 заповедями, включая знаменитое «Не укради». Эта фреска, датируемая 17 веком, была частью местной церкви и считалась святыней. Кража вызвала шок, но также и улыбки. Воры, укравшие заповедь против воровства, сами нарушили ее. Это не только курьез, но и напоминание о том, как хрупко наше культурное наследие. Кто и зачем украл фреску? Была ли это просто жажда наживы или что-то более сложное? Ответов пока нет. Шлем Генриха VII – еще одна находка, которая вызывает больше вопросов, чем ответов. Этот доспех с рогами и гротескной гримасой был создан в XVI веке и, вероятно, использовался не в бою, а как символ власти или театральный реквизит. Но почему такой странный дизайн? Некоторые историки считают, что шлем отражал мистические представления о власти, другие, что это была попытка запугать врагов. Шлем пережил века, но его истинное назначение остается загадкой. Это как окно в мышлении людей эпохи Возрождения, полное символизма и тайн. И, наконец, Пурусавр – гигантский крокодил, обитавший в Амазонии около 8 миллионов лет назад. Этот монстр достигал 12 метров в длину и мог охотиться на крупных млекопитающих. Его окаменелости показывают, что Пурусавр был настоящим суперхищником, но исчез из-за климатических изменений.
Интересно, что меньшие виды крокодилов выжили, а пурусавр нет. Это напоминает нам, как хрупка жизнь на Земле. Даже самые могучие существа могут исчезнуть, если мир меняется. Но что, если подобные катаклизмы уничтожили не только животных, но и древние человеческие цивилизации? Итак, что объединяет все эти находки? Они показывают, что история человечества – это не линейный рассказ, а сложная мозаика, полная пробелов и загадок. Мамонт из Якутии, пирамида Йонагуни, следы в Италии, жизнь гладиаторов, Кеутуит, Сахара, вино Трои, Арктика, пещера Шондон, Эриду, Селент, сад в Иерусалиме, объект на Арарате, меч из глины, гробница в Абхазии, украденная фреска, шлем Генриха и пурусавр. Каждая из этих историй бросает вызов официальной хронологии. Они намекают, что в прошлом могли существовать цивилизации, технологии и катастрофы, о которых мы пока не знаем. Может, мы лишь царапаем поверхность, а настоящая история человечества скрыта где-то в глубине Земли, льда или океана. Я думаю, эти находки учат нас одному – быть открытыми к новому. Наука – это не догма, а процесс, который постоянно меняется. Каждое открытие – это шаг к пониманию, но также и напоминание, как много нам еще предстоит узнать. Что вы думаете об этих загадках? Верите ли вы, что в прошлом существовали забытые цивилизации? Или, может, у вас есть свои теории о том, что скрывает история? Пишите в комментариях, давайте обсудим. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые погружения в тайны прошлого. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.